Эйден был человеком, у которого было все: головокружительный успех в сфере кибербезопасности, пентхаус с видом на озеро Мичиган и коллекция редких авто. Но смыслом его жизни была лишь 9-летняя дочь Софи. После внезапной смерти жены от болезни Эйден посвятил себя девочке, превратив их жизнь в крепость из заботы и роскоши. Он сам готовил ей завтраки и знал наперечет каждого ее сказочного персонажа из альбомов для рисования. Все рухнуло в один серый вторник. Звонок из полиции сообщил о страшной аварии на скоростном шоссе. Машина няни столкнулась с грузовиком и полностью выгорела. Тело ребенка было невозможно опознать, и Эйдену пришлось хоронить закрытый гроб под холодным дождем. В тот день он похоронил и собственную душу. Спустя 2 недели Эйден, как тень, бродил по кладбищу. Опустившись на колени перед мраморной плитой, он вдруг замер. Сквозь шум ветра до него донесся призрачный, едва уловимый шепот: «Папа». Мужчина огляделся, вокруг не было ни души. Он списал это на безумие от горя, пока на следующее утро не обнаружил на могиле нечто невозможное. Там лежал рисунок. Стиль был узнаваем до боли. Кривые линии, облака, замки — так рисовала только Софи. В углу листа детским почерком было выведено: «Я все еще здесь». Сердце Эйдена, казалось, разорвется. Вскоре у дверей его дома появилась любимая тряпичная кукла дочери, которую полиция якобы нашла сгоревшей в машине. Затем на телефон пришло анонимное фото: живая Софи в незнакомой комнате с голубыми шторами. Страшная правда начала проступать сквозь туман лжи. Смерть Софи была инсценирована. Ее похитили влиятельные конкуренты, стремившиеся уничтожить бизнес Эйдена и завладеть его технологиями, используя трагедию как дымовую завесу. Полиция была в сговоре или просто куплена. Единственным союзником Эйдена стал Сайлос, бывший агент спецслужб, ставший частным детективом. Вместе они начали распутывать клубок заговора. Оказалось, что девочку спасла случайная свидетельница аварии по имени Клара, бывшая медсестра. Она увидела, как из черного внедорожника вышли люди, чтобы зачистить место ДТП, и в последний момент успела выхватить раненую Софи и скрыться. Клара прятала девочку в трущобах на окраине города, боясь довериться властям, и подавала Эйдену тайные знаки. Эйден оказался перед выбором: продолжать оплакивать пустую могилу или вступить в войну с невидимым и могущественным врагом. Но для отца, чей мир внезапно обрел надежду, выбора не существовало. Началась охота, где на кону была жизнь его маленькой звездочки, спрятанной где-то в лабиринтах каменных джунглей Чикаго. Эйден Грейсон больше не был просто миллионером, он стал человеком, которому нечего терять, кроме дочери, которая, вопреки всему, ждала его спасения. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.